Добрый день. Сегодня у нас лекция 14. Матричные представления кватернионов. План лекции будет следующий. Вначале мы рассмотрим матричные представления кватернионов Гамильтона. Затем то же самое мы проделаем с кватернионами Макфарлейна. И, наконец, мы рассмотрим собственные функции операторов базисных элементов на примере оператора А3. Итак, кватернионы Гамильтона. Вначале мы к нашему выражению для кватерниона Гамильтона добавим формально еще одну величину А0 для симметрии, и потом она нам понадобится, поскольку мы обсуждаем матричные представления кватернионов. Тогда кватернион Гамильтона с использованием этой величины перепишется в следующем виде. Давайте мы подействуем на этот наш кватернион величиной А1. В данном случае она будет выполнять роль оператора. При умножении А1 на наш кватернион исходный мы получим следующее выражение, которое является тоже кватернионом, у которого будут заменены компоненты. Таким образом, оператор А1 приводит к перестановкам коэффициентов в кватернионе. Если мы представим исходный кватернион в виде вот такого столбца Q0, Q1, Q2, Q3, тогда преобразованный кватернион можно записать в виде следующего столбца. Вот этому преобразованию соответствует матрица вот такого вида. Матрица 4 на 4. И действительно, если мы этой матрицей подействуем на наш исходный столбец, соответствующий исходному кватерниону, то мы получим следующее. При умножении первой строки на столбец получаем минус Q1. Вот он. Вторая строка дает нам Q0. Третья строка при умножении дает нам минус Q3, вот этот коэффициент. И, наконец, четвертая строка дает нам коэффициент Q2. Таким образом, оператор А1 переставляет компоненты кватерниона в соответствии вот с этой матрицей. Ту же самую процедуру мы можем проделать и с другими базисными элементами кватерниона. И тогда мы получим следующую систему матриц. У нас есть единичная матрица, соответствующая оператору А0, единицы. Матрица, соответствующая А1, А2 и А3. Следует заметить, что положение места нулей и единиц в этих матрицах никогда не совпадают. Таким образом, наш исходный кватернион Гамильтона может быть представлен следующим образом. Поскольку наши базисные элементы представляют собой матрицы, то при умножении этих матриц на коэффициенты Q0, Q1, Q2 и Q3 и складывая, мы получаем вот такое вот матричное представление кватерниона Гамильтона, где на диагонали стоят Q0, и в соответствии с нашими матрицами располагаются коэффициенты Q1, Q2 и Q3. То же самое процедуру можно проделать с кватернионами Макфарлейна. Добавим величину А0 для симметрии и подействуем оператором А1 на наш кватернион Макфарлейна. Поскольку правила умножения для кватернионов Макфарлейна другие, то мы получаем другое выражение после умножения. Это преобразование соответствует следующему. Наш исходный столбец Q0, Q1, Q2, Q3 переходит в столбец вот такого вида. Этому преобразованию соответствует вот такая матрица. А1, 4 на 4. И действительно, при умножении, значит, первой строки на столбец мы получаем Q1, второй строки на столбец Q0, третьей строки на столбец получаем минус и Q3, и наконец, четвертая строка дает нам и Q2. Те же самые процедуры можем проделать с остальными базисными элементами, и тогда мы получаем систему вот таких матриц, соответствующих базисным элементам алгебры Макфарлейна. Ну и также, если мы возьмем наши базисные элементы, умножим их на соответствующие коэффициенты Q0, Q1, Q2, Q3 и сложим, то мы получаем матричное представление кватерниона Макфарлейна в виде матрицы 4 на 4. Далее давайте мы рассмотрим вот какую задачу. Найдем собственные функции и собственные значения одного из операторов, соответствующих базисному элементу, например, элементу А3. Уравнение на собственные функции и собственные значения в классе кватернионных функций может быть записано в следующем виде. Мы будем решать его на
кватернионах Макфарлейна. То есть действие оператора А3 на функцию кватерниона Макфарлейна воспроизводит ту же самую функцию с некоторым собственным значением лямбда. Если мы умножим исходный кватернион на А3, то мы получим следующую величину, которая должна равняться коэффициенту лямбда, умноженной на исходный кватернион. Приравнивая, значит, коэффициенты при одинаковых базисных элементах, мы получаем следующую систему уравнений, которая должна удовлетворять собственную функцию оператора А3. Вот она. Из этой системы следует следующее равенство. Если мы возьмем последнее и третье, первое и последнее равенство, и подставим Q0 вот сюда, то мы получаем, что лямбда квадрат равняется единице, а значит, собственные значения этого оператора равняются плюс-минус единице. И далее есть соотношение, что Q0 равняется лямбда Q3, и Q2 равняется и лямбда Q1. Подставляя эти значения в исходный наш кватернион, мы получаем, что кватернион, соответствующий собственным функциям оператора 3, может быть представлен вот в таком виде. То есть Q0 на некоторую вот такую скобку и Q1 на эту же скобку. Значит, в этой скобке стоит лямбда, собственное значение единицы соответствует знаке плюс, а собственное значение минус единицы соответствует знаке минус. Отсюда видно, что элементарными собственными функциями оператора А3 являются вот такие величины. То есть А0 плюс А3, А1 плюс ИА2, А0 минус А3, ИА1 минус ИА2. Первые две элементарные функции соответствуют собственному значению единица, а вторые две функции соответствуют собственному значению минус единица. Далее, поскольку все действие оператора А3 сводится к умножению на элементарные функции, то собственная функция оператора А3 в кватернионном виде может быть представлена в следующем виде. Вот эти собственные элементарные функции умножены на любую величину, совершенно она не играет никакой роли, в том числе и на любой кватернион. Таким образом, собственная функция оператора А3 может быть представлена в наиболее общем виде как линейная комбинация элементарных собственных функций вот таких, умноженные на произвольные кватернионы. Это все в дальнейшем нам понадобится при обсуждении кватернионных уравнений квантовой механики. Вот. Теперь, любой кватернион, ну в частности кватернион Макфарлейна, может быть представлен в виде разложения по собственным функциям оператора А3. Действительно, давайте мы введем новые величины. G0 как половина вот такой суммы из коэффициентов кватерниона, G1 тоже вот такая половина суммы, G2 и G3. Тогда наш исходный кватернион может быть переписан вот в таком виде. Здесь коэффициенты G0, G1, G2 и G3, а значит, базисными элементами фактически являются собственные функции элементарные оператора А3, как вы видите. Вот в этом представлении кватернион ведет себя немножко по-другому. Если мы начнем искать матричные представления базисных элементов А1, А2 и А3 на этой функции, то мы придем к следующим матрицам. А0 это по-прежнему единичная матрица, а матрицы соответствующие базисным элементам А1, А2 и А3 преобразуются в такие матрицы. Замечу, что эти матрицы совпадают с матрицами Дирака, которые Поль Дирак применил в 1928 году при описании спиновых свойств релятивистских электродов. В качестве заключения напомню два основных положения на сегодняшней лекции. Первое, что кватернионы эквивалентны четырехрядным матрицам квадратным 4 на 4. В представлении собственных функций оператора А3 матрицы базисных элементов кватерниона совпадают с матрицами Дирака. Благодарю вас за внимание. Если у вас возникли некоторые вопросы или желание обсудить что-то, вы можете связаться со мной, используя адрес электронной почты, приведенный здесь. Спасибо за внимание.